Наверное, самый скандальный топ сейчас будет, потому что топ-5 ТВ-боксов от 50 до 100 баксов, при этом вообще конкретно качественных, огромное количество сертифицированных, огромное количество новых, и все переранжировалось, вот так вот, наверное, будет правильно, настолько, что вы себе не представляете. На лето уже 2025 топовые ТВ-боксы на канале Технозон, поехали. В общем-то, вы на главной страничке нашего канала. Подписываемся, нажимаем колокольчик. И для жителей Украины прямо сейчас происходит розыгрыш 4К QLED телевизора от Xiaomi, который мы дарим своим подписчикам. Пожалуйста, переходим в описание под видео, там есть условия. И, конечно же, подписывайтесь. А я уже сказал, подписывайтесь. Да слушайте, в описании под видео есть еще ссылки на все ТВ-боксы, о которых мы сегодня будем говорить. И, конечно же, на обзоры этих самых ТВ-боксов. Ну а мы начинаем. А начинаем мы с первого места. Вообще все поменялось, все конкретно изменилось, и на первом месте у нас висит Rocktech GX1. Давайте я его выведу так, чтобы было видно. Rocktech GX1 можно купить в Китае по цене 69,73. Давайте он сейчас так дальше. Это первое место. Можно купить в Украине у официального дилера, это официальный представитель, за 3490 гривен, а с промокодом Технозон еще и получить скидку и в подарок месяц подписки на стриминговый сервис. Но это еще не все. Югус SK2. И тут сейчас людей попаяет. Югус SK2 это тот же самый Rocktech 1, но есть одна небольшая разница. У них есть Type-C-шка, есть USB. Но почему же первое место? Да я вам объясню. На текущий момент подтверждено выход Google TV 14, при этом там появится уже адаптивный Dolby Vision и исправлены мелкие болячки, которые абсолютно ни на что не влияли. Но, суть-то дела, на первом месте у нас еще находится Rocktech GT1, $51, это лайт-версия GX1, то есть абсолютно такая же копия, но 2:32 без Dolby Vision с HDR, HDR10+, и с теми же фишками искусственного интеллекта. И тут сейчас такой искусственный интеллект, секундочку, я вам объясню. Кстати, GT1 можно купить в Украине по цене такой же, как в Китае, абсолютно такой же, но с двухгодичной гарантией, кстати, как и GX1. Можно купить с двухгодичной гарантией, и в Украине он называется Nexon X12. Есть на сайтах сертификации, полностью сертифицированный, и у первого места есть все сертификаты. И Netflix, и DRM-L1, и вот я сейчас вам объясню, почему же первое место. Итак, это процессор Realtek 1325. С фишками искусственного интеллекта AISR, AIPQ. AISR, вот вы сейчас видите сэмпл, это конкретная штука, которая позволяет улучшить низкобитрейтные, либо плохого качества видео, делать их более четче. И это работает, вы это видите. AIPQ конкретно кадр за кадром, эта технология, кстати, есть в телевизорах Skyward, которая кадр за кадром отрабатывает ваше изображение и подстраивает под сцену контрастность, яркость, четкость. Это просто классная технология, и картинка у Realtek всегда будет лучше, чем у AMLogic. Он быстрее, чем AMLogic сам по себе процессор. Wi-Fi модули интереснее в основном своем, чем у AMLogic процессора этого топа. То есть эта штука действительно классно работает. Но это еще не все. Звук. Если мы, допустим, имеем с вами Realtek, то это обязательно. У нас идет, вот послушайте. Хотя на некоторых сайтах какие-то абсолютные мудозвоны пишут, что у него нет в пробросе Dolby True HD. Так вот, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dolby Atmos через Dolby Digital Plus для сертифицированных сервисов, а через проброс Dolby Atmos через Dolby True HD также возможен. DTS HD Master Audio, DTS X я, к сожалению, не могу подтвердить, у меня нет ресивера, но люди пишут, что он вроде бы как есть. Я имею в виду нет ресивера именно с DTS X. При этом всем у них есть пульты. Вот, кстати, у меня вот он, Nexon X12, пожалуйста, есть. Ну, это Rocktech GT1. Он точно такой же, как Nexon X12. Это официальные представители. Этот Rocktech GT1, вот, пожалуйста, с пультом. У них у всех есть, и у GX1, и у GT1 есть дополнительная опция инфракрасного пульта, который может управлять телевизором, может управлять, допустим, звуковой панелью, саундбаром. При этом
Ребят, тут же немаловажный аспект, у них есть автофрейм рейтс, автофрейм рейтс QMS, то есть VRR, который позволяет переключать картинку, не гася в черное, но только при условии того, что поддерживает ваш телевизор. По поводу Югус SK2. Многие ждали Югус SK2 и говорили, что там будет много югусовских плюшек. К сожалению, сертификация это не все так просто, поэтому это полный клон Rocktech GX1, кроме того, что у них есть Type-C вместо двух Type-A. В остальном всем он абсолютно идентичный, даже Dolby Vision пока адаптивного нет, но он обязательно будет, потому что подтверждение мы уже получили. Но это Югус GT1. Кому подойдет GT1, либо Nexon X12? Ребят, для тех, у кого телевизоры Samsung, у кого телевизоры с HDR10+, кому нужно подешевле или вообще без HDR, то это абсолютно идеальные приставки. В плане того, что там работает все, любой стриминговый сервис. Кстати, если вы не знаете, где взять стриминговый сервис, очень дешево в Украине, я имею в виду, потому что я из Украины, то, пожалуйста, сканируем QR-кодик, либо там QR-кодик и переходим, смотрим, сколько стоят официальные сервисы с нашей скидочкой, будете очень удивлены. И получается, что это действительно топ-1. Пишем в комментариях, можете поспорить, но поверьте, я пользуюсь этим постоянно каждый день. Кстати, в Германии Rocktech можно, тоже ссылку вам положил, в Германии Rocktech GX1 можно купить у нашего партнера. На втором месте у нас Xiaomi Mi Box S 3 ревизии. Я вам объясню. Дело в том, что сразу вам оглашу третье место. Это King Hang G1 4:32. Но тут получается Xiaomi Mi Box дешевле. И в нем есть ASR. Это уже новый процессор iMlogic S905X5M. С таким же ASR до 2,5 ГГц, быстрый, шустрый, памяти 2/32, и он за такую цену фактически разрывает топ, если бы это был не iMlogic, и, допустим, у него был бы Dolby True HD звук, которого, к сожалению, в Xiaomi Mi Box нету, а, допустим, в том же Rocktech есть, и вот это вот небольшая разница, то есть, если вам чисто вот посмотреть Netflix, то, пожалуйста, Xiaomi подходит, ну, Xiaomi, как всегда, нет LAN J45, которые есть у GT-шек, Wi-Fi-чик слабее, у того же GT или GX1 тулит там под 400 мегабит Wi-Fi 5 ГГц, а здесь у нас получается такое соотношение середнячка, и при этом неплохого середнячка на новом мощном процессоре, достаточно классно работающего, с фишками искусственного интеллекта. Нам нравится, вам нравится, мы вам рекомендуем, тоже ссылки в описании под видео, но формула памяти 2/32 вполне хватает, если бы не Dolby Vision, потому что если брать GT1, то да, там нет Dolby Vision, там убрали некоторые сервисы, ушли. И не путайте смартфоны и не путайте ТВ-боксы. 2/32 хватает, 2 гигабайта, потому что там нет сервисов, которые отвечают за постоянную связь, за модемы, за обеспечение работы мессенджеров и тому подобного. Для воспроизведения контента во как хватает. При этом абсолютно все методы просмотра. А что касаемо King Hang. King Hang абсолютный топ, классный ТВ-бокс, да, $62, 4/32, получил обновление на Android TV 14, но его остановили, это обновление. На текущий момент у меня лежит один на Android TV 14, один на Android TV 11, он даже до 12 сейчас не обновляется. При том, что взяли, закрыли возможность, допустим, загрузки туда Core LE, хотя, который был на 11 еще, но тут немаловажный аспект. Хорошая формула памяти 4/32, нет поддержки Dolby Atmos, да, он полностью сертифицированный, есть Netflix и Dolby Vision 4K HDR, и ждем, пока возобновится обновление на Android TV 14, дальше посмотрим, какое место в топе ему занять. Но TV-бокс действительно неплох, поэтому он у нас есть в топе. Но тут у нас вылазит, а что же брать тогда не сертифицированного? И в нашем топе всегда будет не сертифицированный, но получается уж так, что, допустим, если вы хотите действительно качественный не сертификат, то это либо смотреть в сторону Nexon X11, о котором будет еще выпуск, потому что Nexon X11 не путайте с RTX2, о которых мы сейчас пока не говорим, они под вопросами, потому что Nexon X11, он будет другой. Nexon X11 это то, в чем я конкретно вместе с компанией Nexon принимали участие в разработке. И когда мы его презентуем, вы поймете, о чем идет речь. Это не сертификат будет. Но не сертификаты, из чего я сейчас вижу, самое качественное, это Югусы и Токсы. Ну, Токс это фактически Югус ассоциированный ТВ-бокс, Югус X4Q
X4Q серия, X4Q Pro, X4Q Cube, но плюсы уже вываливаются, ну и плюс даже еще влазит. Extreme с Dolby Vision вылазит за 112, но это неплохие ТВ-боксы со всеми фишками Югуса. Вот здесь вот они есть. Это и CIFS клиенты, и Samba сервера, Samba клиенты, все виды автофреймрейта, классный Wi-Fi, 1000 мегабитный LAN. Короче, там столько всего напихали. И такая кастомизация, при этом это чистый Android, куда вы можете установить все, что вам угодно, из Play Market, на Google TV тоже все можно установить. Давайте вот так вот сразу вот этот вот вопрос вам отвечаю, потому что основной, а вот Google TV, там же все как, это не Apple TV, забудьте, сюда можно все установить с флешки через АПК, можете установить через любое приложение. Блин, ребят, не чудите, все работает. Но если брать, то четвертое место, не сертификаты, считайте, что из несертификатов первое и единственное, это TOX 3, потому что TOX 3 50 баксов, возьмите за 50 баксов, это просто топовая штука. iMlogic S905X4, 1000 мегабитный LAN, Wi-Fi нормально тулит, хорошее охлаждение уже с ревизии второй пошло, они сейчас все ревизия вторая, если уже не третья, потому что давно не слежу, но знаю. А V1 кодек поддерживает, классно работающие ТВ-боксы, блин, ребят. Смотрим наши обзорчики, есть, если интересно все об этих ТВ-боксах, именно не сертификатах, то здесь они и есть. А вот пятое место у нас вышло сумбурное, потому что там нам напихалось огромное количество ТВ-боксов. Если кто из Украины помнит Nexon X10, да, то он фактически апгрейднулся в Nexon X12. А что же вместо Nexon X10? Тот же самый Hamatix Box Air Lite 4K. Можно купить его на сайте Nexon.ua. Я, кстати, тоже закину вам в описании под видео ссылку. Тоже с промокодиком Технозон получить ссылку, получить скидку еще и с гарантией украинского производителя. Это у нас идут, смотрите, Hamatix Box Air Lite 4K на iMlogic S905Y4 на Android TV с Netflix сертификацией, HDR10+, все неплохо с Dolby Atmos, либо Decolor GD2, кстати, точно такой же, немножко от другого продавца, но платформа не продавца, а другого производителя, платформа та же самая, 2х32, Y4, Android 12, GD2 с AV1 кодеком, кстати, можно купить на нашем сайте, у нас там еще остатки лежат какие-то, поэтому распродаем, можете заказать у нас тоже с официальной гарантией, пожалуйста, все вам будет. Либо покупайте Hamatix на самом Алиэкспрессе, все примерно в одну цену. И что я вам еще хочу сказать, ребят. ТВ-боксы постепенно трансформируются. Брать какое-то, откровенно говоря, гуано, не сертифицированное, это плохо. Из несертификатов только Югус, либо X11, либо RTX 2, ну там есть разница. Из сертификатов я вам все представил сейчас в такой цене. То, что дороже, мы обсудим чуть позже. А еще у нас будет огромный батл Realtek с iMlogic. Ребят, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.